Можно сказать, что после пака с эпическими бразильцами Konami открывают ящик Пандоры, и каждый последующий пак на самом деле ничуть не хуже предыдущего. И с сегодняшним оперативным обновлением разработчики закидывают удочку на предстоящие наборы и в принципе выпустили неплохие паки в рамках сегодняшнего небольшого обновления. И обо всем этом и не только предлагаю поговорить в новом ролике на нашем канале. Давайте обсудим, что успело появиться в игре за сегодняшний день и что успеет появиться в начале следующей недели и даже чуть-чуть позже. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. На самом деле, вот что касается обновления, которое затронуло сегодняшний контент, которое появилось сегодня, тут не сказать, что прям много чем можно поживиться. По сути, новый шоутаймовский пак, который добавляет в игру новый навык, что касается отборов. Ну и также прочие шоутаймовские наборы, что касается других партнерских лиг, и новая команда недели. По большей части, больше здесь смотреть не на что, но давайте обсудим и это. В какой-то веке шоутаймовский набор действительно получился интересным, поскольку здесь представлены далеко не самые плохие модели, а в принципе очень даже хорошие, с хорошими цифрами и опять же с новым навыком. Уже ходит предположение, что с этим навыком Konami возвращают небольшую функцию, а скорее даже анимации у защитников, да и в принципе при отборе мяча, которые присутствовали в игровом процессе ранее, но которые вырезали и после последнего обновления игрового процесса. Как бы то ни было, новый навык — небольшое преимущество у некоторых футболистов, что опять же касается отборов мяча. И как описывает этот навык сама игра, это навык, благодаря которому повышается частота отбора мяча без подката, то есть когда игрок выставляет ногу, вне зависимости от того, стоит ли футболист или медленно передвигается вместе с его соперником. Опять же, дополнительные анимации, которые вроде как были до недавнего времени в игре, в игровом процессе, но которые пропали после глобального обновления геймплея. Неплохая команда неделя по итогам футбольных выходных, в принципе, здесь немало интересных карточек, знакомых фамилий и, в принципе, неплохих цифр. Очередные версии Мухаммеда Салаха и Педри, которые наверняка так или иначе у большинства и без того присутствуют, учитывая, как часто они появляются в игре, но, думаю, лишним все равно не будет. Также хорошая моделька на АПЗ в лице Алисы, поскольку вот он, можно сказать, стал открытием этого сезона непосредственно в eFootball. Моделька у него действительно податливая, приятная, и даже будучи играя за ГПшную версию в тех же самых ивентах по национальным сборным, мне он очень зашел, поэтому если выпадет его карточка из команды недели, то это будет здорово. Ну и также Виктор Дьокереш наконец-то заслужил свое появление за свои голевые совершения в португальской лиге. И вот здесь-то мы переходим к самому интересному моменту, к пополнению базы данных эпических футболистов. По большей части появились все те футболисты, которых мы и ожидали. По сути, у них появились изображения для карточек, они появились в базе eFootball Hub. Каждый желающий игрок может посмотреть на их стартовые цифры, на их игровые стили, на имеющиеся навыки. А это означает, что в ближайшее время, именно вот в ближайших паках, мы и увидим именно вот этих футболистов. Из интересных можно отметить Марка Ройса и Синдзи Кагаву в качестве игроков фейковой Боруссии. Как мы с вами обсуждали, она появилась после глобального обновления, но в игре, по сути, никак не представлена, даже в привычном фейковом виде с реальными футболистами. Но, тем не менее, эпические футболисты от нее все-таки будут представлены. И вот Марко Ройс с Синдзи Кагавой — лишнее тому подтверждение. Марко Ройс будет представлен в качестве флангового полузащитника со стилем атакующий полузащитник и с дополнительным навыком Acceleration Burst, который был у Неймара, Куба и Ямаля. Также, наконец-то, после длительного присутствия в базе данных в игре своим изображением, своими цифрами обзавелся Франк Рибери за Баварию. По сути, перевыпуск его прошлогодней карточки, только с 2 бустами. То же самое касается и Райкарда с Гуллитом, которые наконец-таки получили свое, скажем так, отображение, поскольку они также давно присутствовали в базе данных.
Также подвезли Беркампа за Аякс. И в кои-то веке, я даже не могу вспомнить, когда это именно было, но в базе данных появился Рауль на позиции атакующего полузащитника с соответствующим стилем атакующий полузащитник. В общем-то, в ближайшее время нас ожидают достаточно сочные паки с хорошими игроками, с приятными фамилиями в кои-то веке. Конечно, не без мусора в кавычках в лице Отда, Донадони и прочих подобных ребят, но что поделать. По большей части все представленные футболисты выглядят очень даже привлекательно. К тому же на ближайшее время уже вроде как имеется список паков, которые мы ожидаем в игре. В частности, на 5 мая у нас запланирован пак с европейскими полузащитниками, то есть, скорее всего, именно 5 числа мы и увидим Марка Ройса. На 8 марта у нас запланирован набор с нападающими европейских клубов, и на 12 мая у нас ожидаются итальянские полузащитники. Также в игре появляются первые намеки на предстоящую кампанию в честь 8-летия eFootball, PES, ее мобильной версии, ее глобальной версии. Пока что подробностей никаких, ни от разработчиков, ни в целом, но на эту кампанию намекает один из будущих значков, который также появился в игре. Ну и также в понедельник мы получим новый селекционный набор, на сей раз с игроками лондонского Челси. Список, с одной стороны, такой себе, поскольку здесь присутствует Кристофер Нкунку, у которого зачастую нестабильная физформа, но в то же время есть и хорошие модельки в лице того же Энсо Фернандеса, Риса Джеймса, ну и Кола Палмера. Не знаю, насколько сильным его нарисуют, но, в общем-то, хоть какое-то разнообразие вместе с теми же селекционными паками. Ну а в комментариях буду ждать ваше мнение касаемо всего контента, который мы успели получить и который успеем получить в будущем. Пишите, что вы думаете насчет Марка Ройса. Не зря ли Konami проставили ему позицию флангового полузащитника вместо вингера? И в целом, кого из обновленного эпического списка хотели бы увидеть в своем составе и за кем бы пошли крутить тот или иной пак. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, поскольку именно благодаря вашей активности ролики продвигаются ютубом. Подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. И услышимся в следующих видео. Всем пока!